Дорогие мои подписчики и гости канала, здравствуйте! Хочу сегодня показать, как связать вот такой утолщенный край для изделий, не требующих сшивания. Сейчас у нас на спицах 18 петель. Значит, для примера мы отделим по 3 петли на кромку. То есть это одна обычная кромочная, 2 дополнительных. В таком случае ее еще называют такую кромку тройной. Также это могут быть и 2 петли. То есть одна обычная кромочная и одна дополнительная. Двойная кромочная. Вот таким образом. Но в данном случае хочу показать тройную кромочную. Суть способа – это образование полого шнура. В общем-то, такое же. Два способа есть провязывания. Я показываю свой. Я первую снимаю и провязываю на другой стороне, на изнаночной. Либо есть другой способ, когда провязываются все петли, но все снимаются на изнаночной стороне. Я первую снимаю. То есть мой способ ничем не отличается, скажем так, от обычного вязания особо. Так, первую кромочную сказала, снимаю. Всегда при этом способе 2 при тройной кромочной, 2 первых всегда провязываются лицевой петлей, независимо от того, какой узор у вашего полотна будет дальше. Я пока отделю маркером. Для наглядности для вас мне они, конечно, будут только мешать. Далее у меня, например, будет платочная гладь. Продолжим вязать до конца ряда лицевые петли. Подошли к следующим 3 кромочным. Здесь тоже обозначим маркером, и они тоже провязываются лицевыми петлями, независимо от того, вот какой узор у вас будет между вот этими маркерами. Последняя кромочная, изнаночная, как обычно. Перешли на изнаночную сторону. Теперь мы снова снимаем первую. И следующие 2 выделенные на кромку мы должны снять нить перед работой. Перекидываем маркер и далее провязываем платочную гладь по узору. Нить оставляем перед работой, она не должна болтаться, сильно большая протяжка остаться не должна. Немножечко поднатянуто должно быть. Провязали до конца ряда изнаночного. Осталось 3 выделенных на кромку. Вот опять 2 дополнительных мы должны снять нить перед работой и провязываем кромочную последнюю изнаночной. Снова возвращаемся к лицевому ряду. В общем-то, суть уже понятна. Вот образовывается кромка вот такими 2 рядами. Лицевой, один изнаночный. Снимаем кромочную и снова выделенные на кромку 2 петли дополнительных мы провязываем лицевыми, перекидываем маркер, провязываем до конца ряда лицевыми петлями. Это я провязываю, потому что у меня сейчас платочная гладь. Здесь какой-то узор, задуманный вами. Вяжете по узору, по своему. Подошли к кромке, снова к 3 петлям, перекидываем маркер. И вот эти 2 петли дополнительные мы должны провязать лицевыми петлями, независимо от узора обычного, который у вас между вот этими маркерами. И обычная кромочная, изнаночная, последняя. Снова перешли на изнаночную сторону. Снимаем кромочную, 2 выделенные на кромку дополнительных мы снимаем со спицы. Не болтается нить, немножко подтянута. Перекинули маркер. Далее продолжаем вязать платочную гладь. Я вяжу платочную гладь, вы вяжете по своему задуманному узору. Подошли к 3 петлям, выделенным
выделенных на кромку. Тоже их снимаем. 2. Нить перед работой, кромочная, изнаночная. В общем-то, суть уже понятна. Образовывается кромка. Провяжу несколько, вот образовывается кромка, суть уже понятна. Провяжу несколько рядов, чтобы было видно и понятно, как это выглядит. Но суть вам ясна, да? То есть на лицевой стороне дополнительные петли, выделенные на кромку, провязываются всегда, независимо от того, вот что у вас здесь между маркерами, какой узор. И эти петли, 2 выделенные на кромку, провязываются лицевой. И эти 2 выделенные на кромку тоже провязываются лицевой. Первая и последняя, как обычно. Первая снимается, последняя провязывается изнаночной. А на изнаночной стороне мы снимаем первую, как обычно, кромочную в начале ряда. Снимаем на правую спицу, не провязывая, 2 дополнительные петли для образования кромки. Провязываем основной рисунок, основной узор. И далее в конце ряда снова снимаем 2 дополнительных для образования кромки. И кромочную провязываем изнаночной. Очень гармонично выглядит с платочной гладью вот такой край. Собственно, я использовала чаще всего такой край именно с платочной гладью, либо с каким-то узором, который тоже немного подстянут. Поскольку вот есть снятые петли, да, у этого края, мы снимаем с одной стороны петли, соответственно, высота ряда будет небольшая, будет подстягиваться полотно. Если, например, с лицевой гладью делать, то лицевую гладь будет подтягивать вот такой край. Он будет подстянут, лицевая гладь будет высотой больше, один ряд будет выше. Всегда использовала либо с платочной гладью, либо с таким узором, который тоже немного такое подстянутое полотно, и тогда они уравновешивают друг друга. Используют и с лицевой гладью, насколько я знаю, укороченными рядами, то есть больше рядов где-то через определенные промежутки, больше рядов провязывается вот именно у этого полого шнура. Никогда не делала, не могу вам сказать. Всегда использовала либо с платочной гладью, либо с узором, который тоже стягивается. Хорошо вот такой край подходит к шарфам, которые вяжутся английской резинкой. Они тоже друг друга уравновешивают. Надеюсь, что это видео было вам полезно. Ставьте, пожалуйста, лайк, не забывайте. С вами была Марина, канал «Вяжем вместе» с Мариной. Всего доброго!